Глава 316. Исчезновение. Нет. 7-8 лет назад я помогал старшему боевому брату заботиться о его саду 100 растений, но разве это произошло не во время испытания кровью и огнем? Почему старшая боевая сестра Чэнь спрашивает об этом? Спокойно ответил Хань Ли, подняв голову, изображая беспечное любопытство. Лицо Чэнь Цзяцань мгновенно побледнело, затем она на мгновение прикусила губы и сказала «нет». Тем не менее, я помню, что младший боевой брат Хань ушел в том году и выступил там почти идеально. Да. В то время я вышел готовиться к испытанию кровью и огнем, чтобы купить несколько магических инструментов и талисманов. Однако, когда я вышел, я не сталкивался ни с чем необычным, спокойно ответил Хань Ли. Услышав слова Хань Ли, Чэнь Цзяцань на какое-то время замолчала. Она холодно взглянула на Хань Ли, как будто пыталась заглянуть ему в сердце. Вот как, тогда мне нечего сказать. Младший боевой брат, можешь идти, а я еще хочу побыть наедине с собой. В это время на ее лице можно было заметить разочарование. Она отвернулась и произнесла это вялым голосом. При виде этого Хань Ли вздохнул с облегчением. Он знал, что девушка не верила его словам, но впредь она больше не будет его беспокоить. Судя по ее почтительному тону, она уже сделала выводы. Однако ее гордость не позволила бы снова поднимать эту тему. «Старшая боевая сестра, я пошел», — сказал Хань Ли и без малейшего колебания покинул сад. Когда Хань Ли больше не смотрел на нее, Чэнь Цзяцань повернулась и посмотрела ему вслед. Она еле слышно прошептала: «Если это не ты, то кто?» В течение того года единственный, кто выходил в то же самое время и у кого была сила, был младший боевой брат Хань. Сказав это, она подошла к цветущему пиону и ловко сорвала его. Затем она поднесла его к носу и стала вдыхать его чудесный аромат. Вдыхая аромат цветка, Чэнь Цзяцань погрузилась в глубокое состояние созерцания. После того, как Хань Ли покинул цветочный сад, он глубоко вздохнул и покачал головой, а затем поспешно вернулся в зал. Когда другие увидели, что Хань Ли так быстро вернулся, они были немного удивлены. Однако ни один из них не был настолько бестактным, чтобы спросить его об этом. Даже когда несколько человек начали подшучивать Хань Ли и Чэнь Цзяцань, Хань Ли смеялся с ними, не придавая этому особого внимания. Его выражение было совершенно обычным. Вскоре после этого Чэнь Цзяцань вернулась и села рядом с Чжун Вэнян с совершенно обычным для нее выражением лица. Они продолжали перешептываться между собой. Когда другие увидели, что она вернулась, они, естественно, сменили тему и заговорили о своей предстоящей битве с школой Черного демона. Время шло быстро. Они и оглянуться не успели, как небо за окном потемнело. Культиваторы долины Желтого Клена вернулись в свои комнаты и стали готовиться к предстоящей битве. Хотя каждый из них считал, что их команда обладала преимуществом и что победа не должна быть проблемой, каждый из них чувствовал себя очень настороженно. В конце концов, никто не хотел расставаться со своей жизнью. Однако, когда они подумали о преимуществах, которые они бы получили от уничтожения гнезда школы Черного демона, им было трудно отказаться от этой идеи. В конце концов, такая возможность объединиться и уничтожить культиваторов стадии заложения фундамента без чьей-либо помощи была невероятно редкой. Во время жестоких сражений с культиваторами дьявольского да их разум, естественно, был бы сосредоточен на сражениях не на жизнь, а на смерть. Однако в школе Черного демона был только 1 или 2 культиватора стадии заложения фундамента. Кроме того, они наверняка обладали немалым количеством магических инструментов и хороших материалов. В частности, получение трофеев было главной причиной того, почему даже ученики младшей боевой сестры Чэнь согласились помочь. В противном случае, кто бы стал рисковать своей жизнью ради уничтожения гнезда злых культиваторов? Хань Ли вернулся в свою комнату и внимательно осмотрел марионеток, которых имел при себе. Тем временем, 4 с горы Мэн почтительно ждали его прихода, как будто он был их лидером. После того, как Хань Ли познакомил их со своими товарищами по секте, темнокожий старик, похоже, пытался сблизиться с ними, чтобы извлечь из этого выгоду. Однако, ни один из товарищей Хань Ли не обращал внимания на темнокожего старика на стадии конденсации ци. Обменявшись парой фраз, они удалились. Это заставило их понять, что не каждый культиватор стадии заложения фундамента 7 великих сект был готов иметь с ними дело. Таким образом, они стали еще более уважительно относиться к Хань Ли. В этом сражении со школой Черного демона, независимо от того, что произойдет, вы не обязаны приходить. Вам будет лучше бежать из столицы этой ночью. Кукольный зверь в руке Хань Ли вспыхнул белым светом, а затем он отложил его и сказал это с равнодушным выражением лица. Но старший, как мы можем сбежать во время битвы? Темнокожий старик поспешно произнес это от имени всех.
Это не вопрос бегства. В данном случае вы ничем не сможете помочь. Если бы вы присоединились к нам, вы бы напрасно потеряете свою жизнь. Вот вам некоторые высокоранговые инструменты. Каждый из вас может взять по одному. Расценивайте это как подарок от старшего. Ханли слегка покачал головой и произнес это с легкой улыбкой. Сказав это, Ханли взмахнул рукавом, и на столе появилось несколько изысканных, сверкающих магических инструментов. Дело не в том, что у Ханли было избыток магических инструментов высшего ранга, просто после того, как он убил множество культиваторов в стадии заложения фундамента, у него появилась удивительная коллекция магических инструментов. Естественно, Ханли не собирался отдавать им самые лучшие инструменты, поскольку они могли стать слишком жадными в будущем. Тем не менее, эти магические инструменты были отличным подарком для свободных культиваторов. Как и ожидалось, когда 4 друзей с горы Мэн увидели эти магические инструменты, их лица засияли от радости, и они несколько раз сердечно поблагодарили его. Они также заявили, что если будут нужны ему, он сможет найти их на горе Мэн, и что они всегда будут рады услужить ему в будущем. Получив обещание, которое он хотел услышать от них, Ханли попрощался с каждым лично, отправив их из Юэцина, что сделало их ему бесконечно благодарными. Но прежде чем они ушли, темнокожий старик внезапно отозвал Ханли в сторону и сказал: «Старший, что будет, если 5-я сестра появится в школе черного демона? Старшему не нужно нам ничего объяснять, поскольку мы, братья и сестры, действительно все понимаем, но я боюсь, что 4-й брат, возможно, уже несколько догадался. Хотя мы все не хотим закрывать на это глаза, 5-я сестра слишком глубоко опустилась. Было бы хорошо, если бы она никогда больше не появлялась перед нами». Произнеся эти слова, темнокожий старик, казалось, хотел переложить на плечи Ханли тяжелое бремя, а затем почтительно попрощался. Ханли стоял на месте, наблюдая за тем, как эти 4 постепенно уходят дальше, размышляя о значении последних слов старика. Через четверть часа Ханли вдруг улыбнулся и отправился назад. Когда он вернулся в резиденцию Цинь, небо уже стемнело, и группа из долины Желтого Клена ожидала его в главном зале. Однако, когда он вошел внутрь, он с ужасом обнаружил, что 3-й старший боевой брат отсутствовал. Сильно удивившись, Ханли не мог не спросить об этом у Сун Мэн, который в это время прочищал свой длинный меч. 4-й старший боевой брат, где 3-й старший боевой брат? Старший боевой брат Лу отправился на поиски 6-го младшего боевого брата, чтобы убедить его, что наши шансы на победу значительно возрастут, если он присоединится к нам. Но я считаю, что старший боевой брат Лу просто зря тратит время. Если бы Усюань хотел нам помочь, он бы изначально не ушел, ответил Су Мэн, не поднимая головы. Он отправился на поиски 6-го старшего братского брата. Ханли сморщил лоб. Как только Ханли собирался задать еще пару вопросов, Лу Цзин вошел в зал со странным выражением лица. «Ну что, младший боевой брат, У все еще не хочет нам помочь? Если это так, тогда просто забудь об этом. Один человек роли не сыграет, ведь нас и так уже 9. Вместе мы сможем одолеть школу черного демона», сказал самый старший ученик старшей боевой сестры Чэнь. «Если бы все было так, то было бы хорошо. Но я не смог найти младшего боевого брата». С горькой улыбкой ответил Лу Цзин. В этот момент у всех, включая Ханли, было удивление на лице. Как это может быть старший боевой брат Лу? Разве этот трус не находится в соседней таверне? Возможно ли, что он рано вернулся к мастеру? Чжун Винян моргнула несколько с широко раскрытыми глазами. «Нет. Я уже спросил об этом хозяина гостиницы. После того, как младший боевой брат У вышел вчера утром, он не вернулся. Прислуге гостиницы он не давал приказ, чтобы убирали после него номер, а это значит, что он не вернулся в секту», Лу Цзин покачал головой. Его слова были полны беспокойства. Услышав это, другие начали оживленно обсуждать это, но никто не мог понять, что произошло. Однако Ханли внезапно подумал, неужели Усюаню не повезло, и его на самом деле схватила школа черного демона. Возможно, из-за того, что мысли Лу Цзин совпадали с мыслями Ханли, он сделал это решительное заявление, глядя в ночное небо: «Сейчас нет времени обсуждать вопрос о пропаже младшего боевого брата. Нам пора выдвигаться. Мы должны победить, во что бы то ни стало, и полностью уничтожить школу черного демона». Глава 317. Формация 4 символов. Как только занавес ночи опустился на землю, группа неожиданных посетителей спустилась в императорский город. Группа состояла из Ханли и 8 других культиваторов долины Желтого Клена. С помощью своих летающих магических инструментов они пролетели над черными стенами запретного города.
Лидер, Лу Цзин, взглянул на эту так называемую запретную зону. После небольшого колебания он протянул руку вперед, являя свой мужественный вид. «Вперед!» — решительно произнес Лу Цзин, а затем первым вошел внутрь. При виде этого остальные последовали за ним. Страх перед запретом на 7 сект они давно оставили позади. У Хань Ли не было намерения лететь впереди всех, вместо этого он решил лететь в задней части группы и намеренно приземлился немного позади. На самом деле этому не было каких-то особых причин. Скорее всего, это было потому, что он почувствовал мощь формации 5 элементов, которую он установил прошлой ночью. Когда они оказались в нескольких километрах от императорского дворца, в уголках губ Хань Ли появилась таинственная улыбка. Превосходно! Великая формация была целой и невредимой, а знак духовной ци, который он втайне разместил там, также был не тронут. Благодаря этому Хань Ли почувствовал себя очень радостно. Через мгновение все 9 парили над императорским дворцом, глядя вниз. Все слушайте. Действуем строго по плану. Первая группа отправляется к императору государства Юэ, чтобы освободить его из рук школы черного демона. Вторая группа отправляется в Холодный дворец, где находится мастер школы черных демонов, и сосредоточится на уничтожении 4 слуг крови. Затем обе команды перегруппируются и отправятся к мастеру школы черного демона, чтобы нанести ему сокрушительное поражение. С торжественным выражением лица огласил план Лу Цзин, остальные кивали головой в знак согласия. Команды были также разделены заранее. 2 женщины-культиваторы, Чэнь Цацинь и Чжун Вэйнян, входили в первую группу и должны были спасти императора государства Юэ. Лу Цзин и остальные сформировали вторую группу и направились к 4 великим слугам крови, которые охраняли Холодный дворец. Среди них был и Хань Ли. 7-я младшая боевая сестра Чэнь, будьте очень осторожны. Беспокойно проговорил Лу Цзин, прежде чем они разделились. Кивнув головой, они полетели в свою сторону и вскоре исчезли в темноте. С этого момента, если кто-нибудь увидит культиватора, атакуйте его. Любые культиваторы, находящиеся в императорском дворце, становятся врагами из школы черного демона. Мы начинаем. Давайте поможем нашим 2 младшим боевым сестрам. За ними последовали Хань Ли и другие. Спустя несколько мгновений оставшиеся 7 культиваторов с торжественным выражением на лицах спустились с неба на территорию дворца, где их тут же заметили ученики школы черного демона, охраняющие периметр. Тут же прозвучал сигнал тревоги, и в них направилось бесчисленное множество магических техник и инструментов со всех сторон. Даже простые пятна света могут затмить луну. Взмахнув рукой, перед Лу Цзин появился шелковый палантин. В одно мгновение он сформировал огромный барьер, который закрыл Хань Ли и всех остальных от атак. Казалось, он был действительно уверен в силе этого магического инструмента. В тот же самый момент, когда шелковый палантин развернулся, на него обрушился шквал магических техник и инструментов, в результате чего он засиял ослепительно ярким светом. Мало того, что на шелковом палантине не было ни малейшего следа от атак, как ожидалось, но несколько магических техник были отражены, в результате чего несколько учеников из школы черного демона были атакованы своими же техниками. Старший боевой брат Лу — отличный ход. При виде этого стоявший рядом с Лу Цзин Сун Мэн громко похвалил его. Вскоре он сам высвободил то, что держал в руке. В воздухе появился огромный синий меч. Это был любимый магический инструмент высшего ранга Сун Мэн, который назывался «Синий узорчатый меч». Вперед! Сун Мэн создал руками заклинание. Огромный синий меч издал протяжный свист и закрутился как колесо. Это зрелище тут же привело учеников из школы черного демона в изумление. При виде этого Сун Мэн злобно усмехнулся. Он направил 2 пальца на меч, который тут же превратился в диск. Сияние синего диска внезапно сжалось, а затем расширилось, высвобождая многочисленные нити голубого света, охватывающие все вокруг в радиусе около 100 метров. Ученики школы черного демона внезапно почувствовали, что их душа ушла в пятки. Они все тут же активировали различные защитные инструменты и техники, пытаясь заблокировать эту атаку. Затем раздалось множество жалких воплей. Большинство учеников школы черного демона не смогли противостоять всепроникающей атаке бесчисленных синих нитей света. Они либо умерли от несчастной смерти, превратившись в ничто, либо едва сумели выжить, потратив все свои жизненные силы. Даже те, кто выжил, получили серьезные травмы, из-за которых они уже были не в состоянии сражаться. Мириады небесных нитей. Хороший ход. Как и ожидалось, знаменитая техника младшего боевого братсуна настолько хороша, как и говорили слухи. Когда один из старших боевых братьев Чэнь Цацань увидел мощь этой атаки, он восторженно похвалил его. На лице Сун Мэн тут же появилось горделивое выражение.
В этот момент несколько человек спокойно приземлились у главного входа в холодный дворец. Это были ученики из школы Черного демона, которые успели выжить, но уже потеряли себя от страха и не осмелились атаковать. Начните создавать формацию 4 символов и заманивайте их внутрь. Когда оставшиеся ученики школы Черного демона в страхе пытались противостоять атакующим, внезапно из дворца донесся холодный голос. Спустя мгновение у входа появился белый силуэт, испускающий холодный, белый туман. Это был тот самый ледяной демон, который был сейчас на посту часового. Именно он отдал этот приказ, сжимая зубы от гнева. Взгляд, с которым он смотрел на культиваторов из долины Желтого Клена, одновременно был наполнен и тревогой, и яростью. Ха! Этот монстр не посмеет забрать наши жизни. Когда Лу Цзин услышал эти слова, он взглянул на уровень культивации этого человека и сразу понял, что он был одним из 4 великих слуг крови. Холодно фыркнув, он метнул 2 полоски серебряного света прямо ему в голову. Когда другие увидели это, их магические инструменты тут же засветились. Они подумали, что им немедленно стоит предпринять объединенную атаку против появившегося эксперта школы Черного демона. В конце концов, это был не тренировочный бой с учениками своей секты, так что сейчас не было смысла сражаться в одиночку. Хан Пли также вынул 6 своих золотых кинжалов из своей сумки для хранения и метнул их в общего врага. Хань Ли был бы рад, если бы такого совместного нападения было бы достаточно, чтобы уничтожить слугу крови, но прежде чем их атаки смогли достигнуть врага, они внезапно обнаружили, что окружающее их пространство изменилось. Внезапно они оказались в мире мороза и снега. Они были очень потрясены увиденным, вокруг них было только белое пространство с огромными дрейфующими снежинками. Куда делся это белый силуэт? Хотя Лу Цзин и остальные были в шоке, они знали, что они попали в формацию 4 символов. Таким образом, спустя доли секунды замешательства, они все восстановили самообладание. В конце концов, они были культиваторами стадии заложения фундамента из одной и той же секты и не боялись такой слабой формации. Хех! А вы все большие храбрецы, раз осмелились напасть на учеников нашей школы. Так что оставайтесь в этой формации навечно. Этот холодный голос доносился со всех сторон одновременно, создавая поистине удивительное впечатление. Формация 4 символов. Кто-нибудь здесь знает об этой формации? Нам необходимо выбраться отсюда как можно скорее. Иначе мы сможем объединиться против 4 великих слуг крови, и это будет весьма хлопотно. Лу Цзин совершенно не обращал внимания на слова ледяного демона и вместо этого произнес это со спокойным выражением лица. Когда он сказал это, другие переглянулись между собой, не говоря друг другу ни слова. Я немного понимаю в формирования заклинаний и слышал об этой формации 4 символов ранее. Однако я не изучал какой-то конкретный способ, как можно ее разрушить. Это заклинание формирования можно отнести к темному типу. Таким образом, обычные люди не изучают этих заклинаний, нерешительно сказал ученик старшей боевой сестры, прерывая неловкое молчание. Это будет немного проблематично. Может быть, мы сможем использовать грубую силу, чтобы разрушить его. Нахмурился Лу Цзин и пробормотал про себя. Использовать грубую силу — это был всем известный, простой способ, чтобы сломать формацию. Тем не менее, это было не только гораздо более трудоемкий способ, но также он требовал большое количество магической силы от каждого. Это, естественно, бы привело к тому, что после разрушения этой формации у них бы стало недостаточно сил для битвы. Возможно, это была настоящая причина, по которой враг использовал эту формацию. Услышав это, другие с беспокойством переглянулись между собой. Внезапно раздался удивленный голос. «Эй, младший боевой брат Хань, что ты делаешь?» Сун Мэн не имел ни малейшего понятия о заклинаниях формирования и не беспокоился о том, как сломать формацию. Вместо этого он внезапно заметил странные действия Хань Ли. В этот момент Хань Ли схватил хрустальный магический инструмент и поместил перед своими глазами, глядя в определенном направлении. Именно это странное действие сильно вызвало любопытство Сун Мэн. Этот вопрос привлек внимание и других, которые тут же посмотрели на Хань Ли в недоумении. Хань Ли убрал хрустальный шар с обычным выражением лица. Затем он повернул голову к Лу Цзину и сказал: «Я, кажется, нашел трещину в формации». «Что? Ты нашел слабое место?» После слов Хань Ли на лице каждого появилось приятное удивление, особенно обрадовался Лу Цзин. Глава 318. Преображение Цинвэнь. Как и ожидалось, Хань Ли действительно необычный, будучи в состоянии найти дыру так быстро. Так что за слабое место? Лу Цзин похвалил Хань Ли и любезно спросил его.
Хань Ли слегка улыбнулся и внезапно передал хрустальный шар. «Старший боевой брат, взгляни в этот шар, и ты сам все поймешь», — Хань Ли указал то направление, в которое он только что посмотрел. Услышав это, Лу Цзин с большим любопытством взял магический инструмент и внимательно посмотрел в него. Взглянув в него, Лу Цзин открыл рот от удивления. Спустя мгновение он передал хрустальный шар Хань Ли и опустил голову, бормоча про себя. Затем он поднял голову и с тревогой сказал остальным: «Хань Ли прав. По какой-то неизвестной причине колебания духовной ци в том направлении кажутся намного тоньше. Похоже, они построили эту формацию слишком быстро, в результате чего там появилось слабое место». Слова Лу Цзин звучали уверенно. «В этом случае, что старший боевой брат Лу намеревается делать?» — спросил ученик старшей боевой сестры Чэнь Цаоцань. «Сосредоточьте все наши атаки в этой слабой точке. Я уверен, что мы сможем разрушить эту формацию, не затрачивая много усилий», — сказал Лу Цзин. «В этом случае мы должны действовать очень быстро». Сгорая от нетерпения, проговорил Сун Мэн. Он тут же поднял руку и выпустил свой синий меч, заставляя его начать вращаться над его головой. Остальные также не могли больше ждать, услышав слова Лу Цзин. При виде этого Лу Цзин воскликнул: «Хорошо. Давайте прорвем эту формацию и покажем нашим врагам незабываемое шоу». После этих слов более 10 магических инструментов засияли ослепительным светом и выстрелили в направлении трещины. В это время снаружи формации ледяной демон чувствовал себя крайне обеспокоенно, призывая всех оставшихся учеников окружить формацию. С тех пор, как мастер школы черного демона попросил 4 великих слуги крови остаться во дворце, они должны были поочередно охранять его в парах. Но Сеше, который изначально должен был дежурить вместе с ним, недавно достиг успеха в культивации. Пытаясь оправдаться тем, что хочет немедленно войти в среднюю стадию заложения фундамента, он тайком покинул пост, чтобы культивировать. Поскольку ледяной демон не желал оскорбить восходящий талант одного из 4 слуг крови, он молча закрыл на это глаза. Однако теперь он пожалел об этом. Но, к счастью, он был сообразителен. Сначала он использовал эту формацию 4 символов, чтобы поймать врага, а затем отправил учеников в тюрьму крови и задний дворец, чтобы остальные слуги крови незамедлительно прибыли сюда. Он ясно понимал, что кучка оставшихся учеников на стадии конденсации ци ничто против этих сильных врагов. Но, к счастью, враг был пойман в ловушку, так что теперь у него было достаточно времени на подготовку дальнейших действий. Пока задержит врагов, остальные его товарищи уже прибудут ему на подмогу. С 4 великими слугами крови, действующими вместе, ледяному демону нечего было бы бояться. Пока он думал об этом, в этот момент изнутри формации 4 символов слышалась оглушительная, грохочущая вибрация. Внезапно толстый белый туман, который заполнял пласт, взорвался. Казалось, что формация была разрушена. Что это? Не может быть, чтобы формация 4 символов была разрушена так быстро. Должно быть, что-то пошло не так. При виде этого ледяной демон побледнел. «Господин ледяной демон, враги пробили формацию слишком быстро. Некоторые из учеников, которые отвечали за нее, погибли, поэтому для формации было недостаточно людей. Возможно, врагу удалось заменить зазор». Один из учеников постарался объяснить ледяному демону произошедшее. Когда ледяной демон услышал это, он встревожился и рассердился. Только он собирался выругать его, как позади него раздался знакомый голос. «Ледяной демон, что случилось? Ты установил формацию 4 символов, но она оказалась не способна удержать врага». Когда ледяной демон услышал голос, он сразу же почувствовал облегчение. «Цин Вэнь, хорошо, что ты быстро прибыл». Ледяной демон не мог скрыть своей радости и поспешно повернул голову, чтобы посмотреть на него. Внезапно в 15 метров от него появилось 2 человека. Один из них был 30-летним мужчиной, без бороды с неприметным лицом. Он был одет в лазурный даосский халат и с торжественным выражением посмотрел на полуразрушенную формацию. «Кто напал на нас? И где этот мальчик, Сеше?» Тело погладил свою лысую голову. В его глазах мелькнула кровожадность. «Прямо сейчас, Сеше». Оглушительный грохот, доносившийся изнутри формации 4 символов, внезапно прервал слова ледяного демона. Плотный туман формации рассеялся и полностью исчез, раскрывая силуэты группы Хань Ли. Когда они четко увидели количество и уровень культивации людей, которые на них нападали, цвет лица Цин Вэнь немного изменился, а тело выглядел очень удивленным. «Ха-ха. Вы, злые культиваторы, решили, что сломанная формация способна удержать культиваторов долины Желтого Клена. Да вы сами себя обманываете!» Громко закричал Сун Мэн, как только вышел из формации. «Долина Желтого Клена». Цин Вэнь и другие двое были поражены.
Однако, спустя короткий промежуток времени, они быстро пришли в себя. Помимо 7 великих сект, кто еще мог отправить так много культиваторов в стадии заложения фундаментов государства Юэ? Почему вы так бесцеремонно ворвались в императорский дворец? Может быть, вы не боитесь нарушить запрет? Спокойно спросил Цин Вэнь, не дожидаясь, когда остальные выйдут из тумана формации. Он знал о запрете 7 сект и надеялся, что сможет использовать это, чтобы заставить группу Лу Цзин испугаться последствий. Лу Цзин холодно фыркнул, но прежде чем он смог раскрыть рот, он услышал тревожный крик лысого мужчины. «Это ты? Так ты не из школы тысячи бамбуков. Ты вместе с культиваторами долины Желтого Клена». Когда лысый мужчина, Тело, взглянул на них и увидел среди них Ханли, он тут же громко спросил об этом, находясь в изумлении и замешательстве. Эти слова привели в удивление как врагов, так и союзников. В одно мгновение все взгляды были направлены на Ханли. В этот момент даосист Цин Вэнь узнал Ханли, и его невольно передёрнуло. Он буквально не верил своим глазам. «Что? Когда это я говорил, что я принадлежу к школе тысячи бамбуков?» Ханли холодно посмотрел на большого лысого человека, а затем перевел взгляд на даосиста Цин Вэнь. В том году, во время Великого собрания на юге, Цин Вэнь позвал Ханли отправиться в путь вместе с ним. Удивительно, что Ханли теперь встретил его здесь. Теперь у Ханли были ответы на вопросы, которые мучили его в течение долгого времени, а именно, почему Цин Вэнь так настаивал на том, чтобы путешествовать с таким низкоуровневым культиватором, как он, а затем пытался убить его. Теперь, когда до Ханли дошла вся суть, он был в ярости и почувствовал сильное желание убить Цин Вэнь. Бред какой-то. Если ты не из школы тысячи бамбуков, тогда почему ты можешь использовать марионеточные техники? Спросил больший лысый мужчина, отказываясь отпустить этот вопрос. Что? С какой стати мы должны болтать о техниках нашего младшего боевого брата? Атакуем их. Они намеренно тянут время. Прокричал Лу Цзин. В этот момент он вытянул руку, и полоса серебряного света метнулась прямо в ледяного демона. Услышав это, ученики долины Желтого Клена тут же поняли хитрость врага, а затем также выпустили в них свои магические инструменты, присоединившись к бою. Поскольку Ханли только что смотрел на даосиста Цин Вэнь, он тут же атаковал его вместе со старшим учеником младшей боевой сестры Чэнь Цаоцань в попытке поймать Цин Вэнь. Ханли тут же похлопал по своей сумке для хранения, и оттуда появилось около 10 полос красного, черного и золотого света. Зависнув на доли секунды над головой Ханли, они тут же метнулись во врага. Ханли не желал ни о чем говорить с Цин Вэнь, поскольку у него совершенно не было ни малейшего намерения вспоминать о том, что произошло раньше. Когда Цин Вэнь и старший боевой брат Ван увидели огромную силу Ханли, оба они были крайне удивлены. Старший боевой брат Ван был приятно удивлен и даже воодушевился увиденным. Как и ожидалось, твоя репутация как эксперта, который убил множество культиваторов в стадии заложения фундамента, себя оправдывает. Ты действительно выдающийся культиватор. Даосист Цин Вэнь тут же окутал свое тело слоем лазурного ци. Когда он увидел такую свирепую атаку Ханли, он понял, что тот собирается убить его. Естественно, он не собирался ждать своей смерти, как утка. В свою очередь, он также не произнес ни слова, а тут же вытянул руку и высвободил атакующий магический инструмент. Внезапно 5 лазурных сфер вылетели из его руки и мгновенно образовали пятиугольник вокруг него. Затем, по вспышке лазурного света, даосист Цин Вэнь стал окутан облаком лазурного тумана, который появился из пятиугольной призмы, которая нависала над ним. В результате чего он был хорошо защищен. Золотые лезвия Ханли, тиски черного дракона и огненные трезубцы одновременно поразили пятиугольную призму Цин Вэнь, создавая взрыв ослепляющего света. Яркие лазурные вспышки летели во всех направлениях, но барьер не пострадал. Ханли, мой истинный лазурный барьер, могут разрушить только культиваторы стадии формирования ядра. Культиваторы стадии заложения фундамента не могут причинить ему никакого вреда. Тебе лучше сдаться. С легкой усмешкой проговорил Цин Вэнь, обращаясь к Ханли. Глава 319. 4 великих слуги крови. Я не настолько уверен в этом. Хмуро усмехнулся Ханли. Затем Ханли сделал жест заклинания руками, заставив свои магические инструменты атаковать лазурный барьер, в результате чего они издали громкий свист и взлетели в небо, словно были единым магическим инструментом. Эта сцена ошеломила Цин Вэнь, поскольку он не знал, что собирается делать Ханли. Однако он был очень сообразительным, разве он мог позволить Ханли сделать то, что он задумал?
Его руки тут же засияли ослепительным ярким светом, создавая сияющее золотое кольцо вокруг каждой из них, в которое отпускало плотный холодный ци. Судя по их внешнему виду, можно было сказать, что кольца были необычными. «Вперед!» — скомандовал Цин Вэнь, швырнув золотые кольца в Хань Ли без дальнейших колебаний. Они тут же превратились в удвоенные золотые полосы и начала свою атаку на Хань Ли. Хань Ли тревожно вскинул брови и тут же схватил свой белый чешуйчатый щит. Однако, прежде чем эти магические инструменты поразили свою цель, 3 зеленых полоски длиной с человеческую ногу внезапно прилетели с другой стороны и перехватили 2 полосы золотого света. «Дьявольский Дас, ты что, забыл обо мне?» Старший боевой брат Ван улыбнулся Хань Ли, контролируя зеленые полосы света. Когда Хань Ли увидел это, он почувствовал облегчение и улыбнулся. Однако Цин Вэнь не чувствовал себя так спокойно, как эти двое. Его лицо потемнело, а взгляд начал метать повсюду. Казалось, его блестящей сообразительности пришел конец. В конце концов, одновременное управление истинным лазурным барьером и золотыми кольцами почти исчерпало всю его духовную сущность. Он отличался от Хань Ли, который изучил технику великого развития и мог свободно контролировать много магических инструментов. Хотя у Цин Вэнь были высокоранговые магические инструменты, он не осмеливался их использовать. Использование целиком духовной сущности для управления магическими инструментами было очень опасно, поскольку это сделало бы его неспособным следить за происходящим вокруг. Кроме того, культиваторы, способные одновременно контролировать 10 магических инструментов в атаке, на самом деле были большой редкостью. Хань Ли мог это делать еще и потому, что эти магические инструменты были сделаны как наборы, поэтому фактически он тратил магическую силу, необходимую для контроля только 3 магических инструментов. Если бы это действительно было более 10 отдельных магических инструментов высшего ранга, даже если бы Хань Ли смог контролировать их своей духовной сущностью, у него бы не хватило магической силы на всех их. На данном этапе Хань Ли мог управлять одновременно только 5 магическими инструментами. Вот почему Хань Ли предпочитал использовать наборы магических инструментов, так как они позволяли ему демонстрировать всю мощь техники великого развития. Что касается того, почему Хань Ли смог контролировать 8 дочерних золотых клинков, это было абсолютно не благодаря прямому контролю. Он использовал главный золотой клинок в руке, чтобы контролировать дочерние клинки. Его нынешняя сила и умения не могли сравниться с тем, каким он был раньше. Это было словно небо и земля. Поскольку Цин Вэнь колебался в том, что нужно предпринять, Хань Ли закончил подготовку своей техники. Техника гигантского меча. Ледяным тоном проговорил Хань Ли. Вскоре после этого магические инструменты, которые вращались над Цин Вэнь, испустили ослепительное сияние. В этом трехцветном сиянии переплетались золотые, черные и красные полосы, образуя огромный световой меч длиной в 30 метров. Об этой технике гигантского меча он узнал из золотой страницы искусства владения лазурным мечом. Эту технику управления мечами также могли использовать только культиваторы стадии заложения фундамента. Естественно, она обладала невообразимой мощью. Хотя Цин Вэнь и старший боевой брат Ван были заняты боем между собой, заметив это, они были удивлены. Любой дурак мог сказать, что это была невероятно мощная техника. Цин Вэнь проклинал его без конца, сразу же отказавшись от использования золотых колец. Вместо этого он поспешно обыскал себя и достал блестящее зеркало из латуни. В этот момент Хань Ли направил на него огромный световой меч с ледяным выражением лица. Огромный световой меч тут же обрушился на него с неба. Казалось, что сокрушительный удар вот-вот прорвется сквозь барьер Цин Вэнь. При виде этого старший боевой брат Ван забыл воспользоваться моментом, когда Цин Вэнь отвлекся, чтобы уничтожить его золотые кольца. Вместо этого он был загипнотизирован, глядя на невероятную мощь огромного светового меча. Весь его ум был занят мыслями о том, сможет ли противник выдержать эту атаку. Внезапно выражение даосиста Цин Вэнь стало чрезвычайно высокомерным, когда он поспешно бросил над собой латунное зеркало. Латунное зеркало быстро вылетело из светового барьера и вспыхнуло, создавав желтое облако около 3 метров в ширину над ним. В мгновение ока оно превратилось в огромный щит, который начал непрерывно вращаться над ним. Однако Хань Ли не собирался отступать и сделал жест рукой. Огромный световой меч тут же громко взревел и обрушился на латунное зеркало. Раздался оглушительный взрыв, в то время как щит испустил огромное желтое сияние. Однако, этот щит только на доли секунды смог сдержать натиск меча, а потом разбился вдребезги. Когда исчезла преграда, останавливающая световой меч, он обрушился на лазурный барьер. Видя невероятную мощь огромного меча, Цин Вэнь запаниковал. Его руки сверкнули лазурным светом, когда в ту же секунду он прижал их к противоположным сторонам барьера.
Он пытался влить как можно больше магической силы в барьер, чтобы в попытке укрепить свою оборонительную силу. Трехцветный мерцающий свет, испускаемый огромным мечом, врезался в лазурный барьер, в результате чего барьер стал потрескивать. В отчаянной попытке Цин Вэнь сумел выдержать мощь атаки меча. В следующий момент Хань Ли ускорил свою магическую технику. Он хотел использовать огромный меч, чтобы прорваться сквозь световой барьер и отомстить за предательство. С другой стороны, Цин Вэнь безумно вливал духовную силу в барьер, пытаясь спасти свою жизнь. В этот момент старший боевой брат Ван, наконец, пришел в себя и быстро уничтожил 2 золотых кольца. Затем он скомандовал своими 3 полоскам света, чтобы поразить Цин Вэнь с одного удара, ясно понимая, что Хань Ли находился в патовой ситуации. Хотя он обладал не такой огромной силой, как Хань Ли, он мог оказаться той последней каплей, которая бы сместила чашу весов на их сторону и сокрушила врага, легко убив этого грозного противника. При этом он также будет иметь право на значительную долю сокровищ слуги крови, когда придет время. С этой мыслью огонь в его сердце стал еще более горячим. Но пока старший боевой брат Ван мечтал, цвет лица Цин Вэнь сильно изменился, и полоса желтого света выстрелила в сторону Цин Вэнь со скоростью молнии. В следующее мгновение он исчез со своего изначального местоположения, позволяя трехцветному световому мечу Хань Линь врезаться в землю, что создало огромную дыру в 3 метра глубиной. 3 зеленые полосы света старшего боевого брата Ван, естественно, упустили свою цель, и ему ничего не оставалось, кроме как гневно смотреть в сторону желтой полоски света. Как и ожидалось, световой барьер даосиста Цин Вэнь появился почти в 100 метрах отсюда. Юноша в желтом лениво стоял рядом с ним. Он посмотрел на старшего боевого брата Ван и сказал: «Ранее этот человек спас мне жизнь. Не мог бы ты убить его без лишних мучений?» Сказав это, он усмехнулся и продолжил, глядя на Хань Ли с улыбкой: «Брат Хань, я действительно не думал, что мы однажды встретимся снова. Ву Цзючжи приветствует тебя». Невозмутимый юноша был тем самым молодым культиватором Ву Цзючжи, который пытался захватить Хань Ли что в прошлом году на большом собрании на юге. Однако в этот момент его тело слабо излучало странный желтый свет, и уровень его культивации достиг ранней стадии заложения фундамента. «Цзючжи, этот человек идет отличным от нас путем. Ты слишком много болтаешь. Поскольку ты тоже пришел, теперь мы можем сражаться все вместе». Цин Вэнь немного расслабился, но не перестать злобно смотреть на Хань Ли. Когда Ву Цзючжи услышал это, он вздохнул и больше не стал говорить с Хань Ли. При виде этого Цин Вэнь внезапно 2 раза протяжно просвистел, а затем издал еще один короткий свисток. Когда Тело и Ледяной демон услышали это, они обнаружили приятный сюрприз. Они немедленно вырвались из совместной атаки долины Желтого Клена и подлетели к Цин Вэнь и Ву Цзючжи. Что происходит? Появился еще один. Это будет хлопотно. Когда Лу Цзин увидел внезапное появление Ву Цзючжи, он сразу понял, что обстоятельства битвы изменились. Он невольно нахмурился. Теперь, когда 4 великих слуг крови собрались вместе, Лу Цзин стало ясно, что справиться с этой ситуацией стало намного труднее. В предыдущем сражении против 2 слуг крови со всей своей группой из 5 человек они не смогли даже ранить одного из них. Было очевидно, что одним численным преимуществом их не победить. Подумав так, Лу Цзин призвал к себе Хань Ли и старшего боевого брата Ван, чтобы они присоединились к ним. При виде только что появившегося Ву Цзючжи Хань Ли почувствовал какое-то странное чувство в своем сердце. В течение того года у него было весьма благоприятное впечатление от этого юноши. Однако боги делают из мужчин дураков, и теперь у них не было выбора, кроме как сражаться до смерти. Преобразование демонов. Цин Вэнь и другие слуги крови осознали, что, опираясь на обычные средства, они не смогут победить группу Хань Ли, поскольку их было больше, чем 2 к 1. Холодно проговорив это, Цин Вэнь и остальные выпустил из своих тел кроваво-красное сияние. Затем они превратились в 4 кокона кроваво-красного света и начали свою демоническую трансформацию, намереваясь уничтожить группу Хань Ли за один ход. Глава 320. Сломанный кокон. Когда культиваторы долины Желтого Клена увидели это, они тут же вспомнили, что им рассказывал Хань Ли о слугах крови и о их демонической трансформации. Они все знали, что во время их превращения слуги крови становятся легкими, неподвижными мишенями. Таким образом, они направили в них свои магические инструменты и техники, беспрестанно атакуя эти 4 световых кокона. Естественно, они не отпустили бы такую возможность, чтобы уничтожить врага. К сожалению, как и сказал Хань Ли, световые сферы были невероятно прочными. Несмотря на невероятную мощь их атак, коконы остались нетронутыми.
Похоже, что они даже слегка не смогли повредить их, в результате чего на лицах культиваторов долины Желтого Клена появилось разочарование. Все, если у вас есть какие-то попытки, используйте их. Не сдерживайтесь. Если вы не используете их сейчас, мы окажемся в ужасном положении, когда они покинут коконы. Сказав это, Лу Цзин немедленно убрал свои магические инструменты и вынул золотой талисман, сжав его между двумя ладонями. Он начал бормотать таинственное заклинание, заставляя талисман начать излучать невероятно ослепительное золотое сияние. Хотя Хань Ли не знал, какого класса был этот талисман, он встревожился, увидев его. Поскольку Лу Цзину, культиватору средней стадии заложения фундамента, требовалось заклинание для его активации, это означало, что этот талисман был исключительным. Когда другие увидели это, они переглянулись между собой и тут же решили раскрыть все свои карты. Самыми странными среди них были талисманы Сун Мэн и старшие ученицы боевой сестры Чэнь Цаоцаня. Они оба вытащили талисман сокровищ, а затем сразу же начали процесс активации. В ту же секунду те, кто их держал, покрылись голубым сиянием. Даже при поддержке большого клана для культиватора стадии заложения фундамента было нелегко приобрести талисманом сокровищ. Очевидно, что они получили эти талисманы от влиятельных старших. Иначе, разве при помощи использования только своих возможностей, как бы они смогли приобрести такое сокровище, остальные также не желали показаться простаками и тут же вытащили свои магические инструменты и талисманы. Внезапно все небо покрыло разноцветное сияние от различных магических техник. Хань Ли не стал использовать ни своих талисманов сокровищ, ни его удивительно мощной техники гигантского меча. Вместо этого он решил использовать свой самый менее энергозатратный метод. Взмахнув рукой, перед ним на землю упали 4 кукольных зверей. Кукольные звери раскрыли свои ледяные глаза и кровожадные пасти, стали яростно стрелять светящимися лучами света. Хань Ли стоял позади них и воспользовался ситуацией, чтобы восстановить магическую силу, использованную во время предыдущего боя. Поскольку ему еще предстояло встретить мастера школы Черного демона, он не хотел потратить всю свою силу раньше времени. Хань Ли хотел сохранить свою магическую силу, чтобы быть готовым к любым непредвиденным обстоятельствам. У него по-прежнему оставалось несколько козырей в рукаве, но для них еще не пришло время. Появление кукольных зверей несколько удивило остальных, но они тут же снова сосредоточили все свое внимание на собственных техниках. В конце концов, используемые техники и магические искусства, которые они культивировали, были их собственными секретами. Никто не посмел бы быть настолько бестактным, чтобы спрашивать об этом. Те, кто знал происхождение техники марионеток, решили, что Хань Ли приобрел его у Ли Хуаюня. Поскольку он был культиватор стадии формирования ядра, было нетрудно представить, что он убил несколько культиваторов школы Тысячи бамбуков и присвоил себе их техники таким образом, другим было только слегка любопытно относительно марионеток Хань Ли. В этот момент Лу Цзин закончил подготовку золотого талисмана. Слегка вздрогнув, он превратился в полоску золотого света, а затем метнулся к кроваво-красному кокону. Раздался взрыв, и тут же вспышка золотого света создала поток светящихся, летающих пятнышек, которые заполнили все небо. Эта сцена выглядела настолько фантастично, что казалось, такое было можно увидеть только во сне. Однако это прекрасное чудо скрывало в себе настоящую кровожадность. В этот момент Лу Цзин сформировал руками жест заклинания, заставив светящиеся пятнышки в небе измениться. Постепенно сокращаясь и расширяясь, они, наконец, приобрели форму маленьких золотых мечей. Хотя мечи были всего лишь в дюйм длиной, каждый из них свирепо разрезал воздух перед собой. «Техника 1000 мечей», — мягко проговорил Лу Цзин, раскрывая название техники своего магического атрибута. Все, кто видел это, помимо тех, кто сосредоточился на активизации талисманов сокровищ, были ошеломлены. Техники металлического магического элемента были самыми редкими среди 5 элементов и чаще всего принимали форму защитных вспомогательных магических техник, таких как техника золотых доспехов или техника железной кожи. Однако техника Лу Цзин превзошла все ожидания Хань Ли и остальных. Они невольно замедлили свои действия, чтобы понаблюдать за этой чудесной картиной. Тысячи сияющих острых золотых мечей парили над световыми коконами, испуская пугающее давление. Лу Цзин затем произнес заклинание активации, заставив маленькие золотые мечи атаковать кроваво-красные сферы. Бабах! Раздалась серия оглушительных ударов, когда золотые мечи врезались в кроваво-красные сферы. Огромная буря фейерверков, словно бриллианты, рассыпалась во всех направлениях. Кроваво-красные коконы никак не реагировали на любые другие атаки, но от этой ожесточенной атаки коконы словно слегка набухли, словно пытаясь ей противостоять и укрепляя себя, когда на них стали обрушивать все более интенсивные волны атак золотых мечей. Когда Лу Цзин увидел это, он не почувствовал ни радости, ни беспокойства.
С тех пор, как его атаки заставили коконы измениться, это показывало, что они эффективны. Пока он увеличивал силу своих нападений, он мог прорваться сквозь кроваво-красный свет. Но в этот момент более половины мелких мечей уже исчезло, а коконы оставались такими же ярко-красными, как и в начале. Они выглядели так, как будто могли справиться с атакой. «Старший боевой брат Лу, позволь мне помочь!» Громко закричал Сун Мэн. Серый талисман в его руке превратился в длинное серое копье, около метра в длину, которое излучало странную серую ци. «Давайте сначала избавимся от слуги крови слева, не стоит разбрасываться нашими атаками». Видя, что Сун Мэн сжал истинную форму своего талисмана сокровищ, Лу Цзин предупредил его. Вскоре он указал на маленькие мечи, которые еще не упали. Внезапно золотые мечи обрушились плотным потоком в левый кокон, в котором был ледяной демон. После грохочущих ударов кроваво-красный кокон, казалось, сильно скукожился. Другие при виде этого также присоединились к атаке, используя различные магические техники и инструменты в одновременной атаке. Сун Мэн также метнул свое серое копье в кокон. Поскольку техника тысячи мечей и мгновенные атаки других людей были направлены на оставшийся тонкий слой ранее неуязвимого кровавого кокона, внутри него уже можно было разглядеть силуэт. Серое копье смогло проникнуть в кокон, вызвав яростный оглушительный рев, который эхом зазвенел у них в ушах. Из кроваво-красного кокона появилось два острых, хрустально-белых когтя, которые тут же разорвали в клочья остатки кокона и являя всем истинный внешний вид силуэта, который находился внутри. Это был наполовину трансформированный, белый монстр. На первый взгляд, он был похож на человека с красивым лицом. Однако из его головы выступало два маленьких белых рога, а за спиной торчал белоснежный хвост, покрытый белоснежными чешуйками. В дополнение к его двум чрезвычайно острым рогам, на всем его теле были следы трансформации в демона. На его плечах были два кровавые отверстия размером с чашу. Плоть вокруг них непрерывно извивалась и сокращалась, вызывая отвращение у наблюдавших за этим. Но в мгновение ока кровавые дыры полностью зажили. «Да вы сами напрашиваетесь на смерть!» Отчаянно заорал полупрозрачный ледяной демон. Видимо, он еще был в сознании и мог говорить. Хотя он и не закончил свою демоническую трансформацию, он считал, что с нынешними характеристиками своего демонического тела он сможет выиграть время для остальных слуг крови, чтобы они смогли закончить свою трансформацию. Когда Лу Цзин и остальные увидели его демоническую трансформацию, они почувствовали страх. Хотя ранее они слышали от Хань Ли рассказ о странном превращении слуги крови в демона, увидев это своими глазами, они были чрезвычайно шокированы. Внезапно несколько пучков белого света пронзили голое тело ледяного демона, в результате чего он тут же упал на землю. Не желая слышать противника, Хань Ли немедленно приказал своим кукольным зверям атаковать его. Когда другие увидели это, они пришли в себя и возобновили безумный шквал атак. Однако ледяной демон, свалившийся на землю, начал испускать холодный туман со всего тела. Когда туман рассеялся, его уже не было на том месте, где он только что лежал. Это привело всех в шок, заставляя поспешно оглядываться по сторонам. Согласно их предыдущему опыту, когда такое происходило, противник обычно использовал технику уклонения и быстро ускользал. Однако такая техника не позволяла убежать слишком далеко. Абсолютно никого не было видно рядом с тремя оставшимися светлыми коконами. Обычные ученики школьной черного демона давно покинули поле боя, поскольку они не были настолько глупы, чтобы оставаться здесь. Когда Хань Ли увидел это, его сердце вздрогнуло, когда он вдруг о чем-то подумал. Он поспешно похлопал по своей сумке для хранения и вытащил свой белый чешуйчатый щит и инструменты из черепахи. Он поспешно заставил их вращаться вокруг своего тела и громко вскрикнул: «Все, будьте осторожны!» Он скрылся. Не успел Хань Ли прокричать это, как тут же донесся несчастный крик женщины, из-за чего все поспешно посмотрели на нее. Они увидели, что старшая ученица младшей боевой сестры Чэнь, которая занималась активацией талисмана сокровища, теперь лежала на спине. На ее груди было большое отверстие, как будто кто-то вырвал ее сердце. Когда она лежала в луже собственной крови, а ее прекрасная внешность слегка исказилась, в то время как ее конечности бились в конвульсиях. Ее глаза сначала были наполнены страхом, прежде чем в них появилось непримиримое отрицание ее ускользающей жизни.